Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня я хочу для вас открыть новую серию роликов, где я объявлю баттл между верхними формами, классическими формами, стекловолокном и типсами. Сегодня мы с вами разберем первый пальчик, мой мизинчик. У всех условия, кстати, будут одинаковые, все эти формы будут делаться на моей руке, будут делаться мною, мы засечем время выполнения, я вам расскажу, с какими трудностями я столкнулась, и сегодня у нас первым пальчиком будет это мизинчик, и будут у нас верхние формы. Как вы видите, один из опытов верхних форм я как раз таки здесь сейчас снимаю, потому что этот опыт мне показался неудачным, у меня не хватило нижней направляющей. Делая вывод, заранее забегая немножечко вперед, девочки, из 5 поставленных форм более-менее мне понравилась одна, которая вот в этом ролике. Все остальные, то там куска не хватает, то где-то что-то выпало, то куда-то что-то убежало. То есть для меня верхние формы как были неконтролируемым совершенно материалом, так им и остались. К ним очень сложно подобрать подход. Если у вас будут еще и какие-то сложные ручки у клиента изначально, то сложные верхние формы плюс сложные руки вам дадут совершенно неконтролируемый результат. Здесь я вам ни один из этапов нисколечко не ускоряла, и опять же, немножечко забегая вперед, скажу, что время выполнения этого пальца заняло у меня 25 минут. Это тот палец, который, по идее, теоретически не нужно было пилить, но на самом деле опила на нем получилось очень много. Что же мы делаем тем временем? Мы, как обычно, готовим ногти к наращиванию. Ни в одной системе момент подготовки друг от друга не отличается. Нам везде нужно точно так же снять предыдущий материал, нужно точно так же подготовить натуральную ногтевую пластину, взрыхлить ее пилочкой, чтобы обеспечить сцепление с последующими материалами. Нам необходимо нанести праймер, базовый гель, и в данном случае нам необходимо подобрать верхнюю форму. Верхнюю форму нам нужно подобрать так, чтобы она, когда стала у нас на ноготочек, у нас был запас материала сверху, и у нас были правильно расположенные нижние направляющие. Ну и поскольку мне, конечно же, не сидится на попе ровно, мне хочется всегда сделать что-нибудь необычное, интересное, я решила сделать аквариум на верхних формах. Ну, просто верхние формы, они и так нифига у меня не получаются, поэтому пускай у меня будет не получаться аквариум на верхних формах. Я тоненько первым слоем нанесла туда немножечко прозрачного материала, в который жидкий материал располагаю свои вот эти вот всякие разные штучки. В качестве штучек я выбрала блесточки и немножечко ракушечника. Все это заложила в прозрачный гель и подсушиваю, чтобы это все прихватить. Если я буду на неприхваченные мазать сверху акрилатик, то, конечно же, это все у меня размажется. Далее при помощи акрилатика заполняю верхнюю форму, располагаю материал таким образом, чтобы у меня максимальное количество материала было, конечно же, в том месте, где у меня предполагается стрессовая зона, а минимальное количество материала, соответственно, в боковых сторонах и возле кутикулы. Очень внимательно раскладываю материал, и как бы внимательно я этот материал не раскладывала, он все равно, когда начнешь прикладывать его на ноготь, будет расползаться в разные стороны. Поэтому здесь вы смотрите сами, насколько внимательно вам хочется это делать. Итак, прикладываем одним волшебным движением к ноготочку. В этом месте, как показывают все ролики, должно получиться сразу идеально красивый ноготь. Ничего не должно никуда лезть. 5 попыток. В 5 попытках все равно что-то куда-то вылазило. И в конце концов, как бы я ни крутила эту форму, как бы правильно я ее не устанавливала, как бы хорошо я не подбирала ее размер, все равно где-то чего-то не хватает. То ли у меня руки нестандартные, хотя у меня нестандартные руки, я об этом знаю, они у меня очень интересные. Ну и, видимо, не с того места они у меня на верхние формы растут, и любви у меня с этим материалом, к сожалению, не случилось до сих пор.
Кстати, если отлистать историю ногтевого мира немножечко назад, с верхними формами нас пытались познакомить еще году в 2000-м, наверное. Этот материал вышел, тоже была очень большая рекламная акция, тоже все расхваливали, как хорошо, как быстро, как красиво, но тогда они не зашли. Знаете, девочки, вот, наверное, делая немножечко прогноз на будущее, я думаю, что не зайдут они и сейчас, потому что, как бы там ни было, материал, может быть, и поменялся, акрилатик позволяет намного проще, конечно, работать с верхними формами, но, тем не менее, как было это капризным материалом, так это капризным материалом и осталось. Я же тем временем раскладываю все то, что у меня вылезло, в какую-то более-менее красивую конструкцию. Здесь я лезу головой в кадр, здесь нисколечко не приближала. Почему? Потому что не могу на монтаже поймать место, в котором я работаю я по всему экрану, поэтому решила ничего не приближать, так и оставить. Ну а теперь самая интересная часть. Опил того произведения искусства, которое, по идее, не должно было опиливаться. На самом деле, девочки, снимая верхнюю форму, если вы знаете, как должен выглядеть смоделированный ноготь, как он должен быть собран, как должен быть собран материал, что он не должен быть наплывший на бока, вы видите, что на верхних формах у вас получается именно то, чего не должно быть. Материал, который опущенный на бока, полное отсутствие апекса, отсутствие стрессовой зоны, размазано это все по поверхности плавным слоем, то, что мне совершенно категорически не нравится. Поэтому на опил того, что не должно было опиливаться, у меня уходит ровно в 2 раза больше времени, чем я пилила бы те ногти, которые я опиливать должна была. Опять же, нисколечко вам не ускоряю этот процесс, посмотрите внимательно, сколько здесь опила. Ничего лишнего, опять же, я здесь пилить не собираюсь, но зона кутикулы плохо приложена. Может быть, я виновата, конечно, ручки у меня кривенькие, я вам об этом уже говорила перед этим. Вернитесь, послушайте, кто не слышал. Итак, ручки у меня кривенькие, я плохо прижала форму возле кутикулы, либо я неправильно расположила материал в верхней форме, что он у меня стал кривенько возле кутикулы. У меня так и не хватает второй параллели, которая дальняя от моей точки зрения, то есть ее так и не хватает, потому что материала там не хватило, либо я неправильно форму подобрала, хотя следующий размер, он очень большой, он, соответственно, вообще не подойдет на мою ручку. Короче, опиливаем вот это все безобразие, пытаемся собрать из него что-то более-менее приличное. После того, как опилили, наблюдаем картинку, что у нас в районе кутикулы немножечко не хватает нашего аквариума, но это, в принципе, ничего страшного, на нижних формах была бы та же самая ситуация, поэтому берем и на финишное покрытие докладываем немножечко блесточек, которые у нас выпилились. И теперь
теперь заравниваем всю нашу конструкцию при помощи финиша, и именно в этом месте, именно финишем, я выливала боковой ракурс ногтя, который должен быть. Именно финишем я поднимала стрессовую зону и выстраивала апекс, потому что на форме этого сделать было невозможно. И только благодаря финишу у меня получился вот такой вот красивый боковой ракурс. Если бы не этот момент, ракурс был бы плавно размазанный, без каких-либо выступов и уплотнений в нужных местах. Итак, время выполнения 25 минут, нервов потрачена масса. Вывод: этот вид наращивания меня не устроил. Мне не нравится категорически, хоть ты меня застрели. На самом деле, может быть, это мое субъективное мнение, но не понравилось мне вот это вот безобразие. В следующем ролике мы с вами сделаем все то же самое, только на классическую нижнюю форму, и сравним наши результаты. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Мы же с вами скоро увидимся. Всем до новых встреч. Пока!